Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть в Stationers, выживаем на Марсе. Мы остановились на том, что мы занимались настройкой поддержания давления печи, и сегодня мы займемся настройкой поддержания температуры. Ну, начнем с того, чтобы температуру мы будем поднимать до требуемой, потом придумаем, как ее опускать. Когда мы вручную топим печь, что мы делаем? Мы обычно топим печь, смотрим там давление, оно поднимается, мы его скидываем вентилем. Температуру мы просто опускаем тем, что докидываем туда, например, оксиды. Оксиды холодные, то есть холодные льды бросаем, да? Тогда у нас температура падает. Сейчас мы не можем, ну мы можем, конечно, кидать туда оксиды, это будет работать. Нам нужно сначала научиться поднимать температуру. Чтобы поднять температуру, нужно, по сути, добавить топливо. Топливо должно сгореть, температура поднимется. Давай посмотрим. У нас есть вот один memory блок, который target pressure, это давление. И нам нужен теперь еще один блок, который будет показывать температуру и работать с температурой. Хватает ли у нас пинов? Пинов у нас не хватает. Пинов не хватает. Ну, мы можем не по пинам работать, мы можем работать с именами устройств в изолированной сети. Это тоже будет работать. Единственное, что memory блоки это должны быть разные блоки. Ну, а то, что у нас уникальное, это может быть по хэшнейму. Да? Уникальный у нас печь, уникальный анализатор газа, не уникальные насосы и мем-блоки. Переделаем сначала использование печки не как девайс D0, а как, то есть освободим этот пин. Здесь у нас будет хэшнейм. Естественно, надо вспомнить, как это использовать. В сленге есть референсы, которые рассказывают, как это делать. Так, device hash. Load from device. Ага, вот у нас пример. Константа, сенсор и хэш с неймом структуры. For nance. For nance нам надо хэш его узнать. Печь. У печи есть prefab structure furnace. Тогда это будет уже не девайс, а константа. И тут у нас будет хэш. Structure furnace, только надо взять кавычки. И мы освободили один пин. Также газ анализер можем освободить, он у нас один такой. Все еще работает. Газ анализер. Ну вот у нас газ анализер, набор газа в трубе. Анализатор газа в трубе, вот этот нам надо. Structure Pipe Analyzer. Его берем. Освобождаем тоже пин. Это у нас. Вот, мы освободили два пина. Дальше мы добавляем еще один memory блок. Будем туда температуру вписывать. Ну, memory блоки у меня лежат там в ящике, где-то в домике.
Вот они, memory блоки. Поставим пока здесь один. Потом мы их заменим на регулятор или еще на что-то. Ну, то есть на то, что будет более удобное. И мне надо, ну, во-первых, назвать. Это будет, это у нас что? Mem target pressure. Это будет Mem target temperature. Температура. Добавим в сеть нашу температуру. Блок памяти, вернее, с температурой. Ну и повесим его на девайс. Ты, конечно, у нас ругаешься, потому что печь мы убрали. Вот будет на нолике у нас температура. Девайс not found в строке 5. Посмотрим, какой там девайс у нас в пятой строке потерялся. Угу. Structure Pipe Analyzer у нас потерялся. А нам надо тогда с него лот делать, да? Furnace, Gas Analyzer. Они же вот эти вот Furnace и Gas Analyzer, они теперь как эти, как батч-объекты идут. Ну хорошо, на нолик сейчас повесим сначала target температуры. Mem память. Это D0. Теперь как мы читаем Furnace? Ага, а это как батч-объекты, я понял. Значит, если это батч-объекты теперь по хэшу, мне надо выполнять load батчит с них. И когда буду записывать, мне нужно set batch делать. Set value, бла-бла-бла. Вот, set batch надо делать. Ну хорошо, set budget. Копирую. Тогда activate furnace budget activate. Так тогда. Там значение надо писать в кавычках. Да есть. Давление мы должны load делать, потому что тут у нас average. Тогда мы запишем furnace pressure. Это будет load budget. Furnace будем читать. Pressure. И average. Так, да? Furnace pressure теперь заменяем. Берем. Вот, теперь мы будем вот так считывать. Это мы уже не можем так считывать. Надо переместить повыше. Вычитывание давления.
Здесь мы берем с переменной. Мы, кстати, should.pmfl где-то используем. Мы его уже нигде не используем. Нет, используем. Вот оно. Ладно. Так, есть. Теперь Gas Analyzer. Как у нас Gas Analyzer out. Target Pressure Center. Туда-сюда. А вот он. Мы с него будем считывать с Gas Analyzer out. Давление, да? Давление. С него мы будем читать давление, также через average приводить. Ну, он там один, как бы, но все равно приходится как бачит брать, потому что программа не знает, сколько на самом деле у нас таких устройств. С тем, чтобы видно было. Теперь здесь мы pressure берем, читаем из переменной. Compress out. И это теперь работает. Дальше нам надо эти вот температуры, работать с ними. Мы сохраним. Убедимся в том, что код уже правильный. Где-то еще моргает. На 15 строке ошибка. Device not found. Пятнадцатая строка. Температуру не можешь считать, да? А это где у нас сейчас? Ага, вот она. Furnace temperature не можешь считать. Тогда считаем. Здесь будет furnace temperature. Температуре. Temperature. И где мы тут его? Furnace temperature. Что еще моргаешь? На 6 строке ошибка. Incorrect variable. Слушай, а может я тебя перестыкую? Так прыгать туда-сюда. Socket. Это будет Furnace Socket. Тут у нас температуру на 0. Давление на 3.
Температуру на 0. Давление на 3. Дальше выходной насос на 1, одной на 4. Единичка у нас. Газовый на выход. Этот на вход. Теперь что не так? 6-я строчка. На 6-й что? Ошибка incorrect variable. Некорректная переменная. На 6-й некорректная переменная. Температура неправильная. Температуре. Неправильно, что ли? Ну, а как? Давай поищем. Температуре. Ну да, верно. Где-то опечатка была. На 6-й все равно ошибка. Incorrect variable. Температура неправильно. Так, а ты сокет правильно выбрал? Все равно на 6-й строке ошибка. А если я сейчас выключу и сокет назову по-другому? Из пробела сделаю для разницы. Да, он видит старый сокет, зациклился. Ну, какие варианты? Опять игру перезапускать? То сокет теперь у нас верно выглядит. Выполним экспорт. Да. Ну да, то есть у нас не записывалось. Куда нужно. Что у нас там? У нас там топливо накачивается, да? Да, качает. Качает, до 1000 сейчас накачает. Но горит. Горит же, да? Не горело. Было 400 килопаскалей. Вернее, килокельвинов давление было, 400 кельвинов. Значит, надо сделать порог розжига больше. Чтобы он разжигался. У нас... где у нас тут? Вот этот Activate не сработал. Температура меньше. Поставим 500. Пусть разжигает до 500. А то получается мы давление накачали, а холодное топливо наливалось. Оно не горело. Теперь резко загорелось, как только я кнопочку нажал. И у нас до 6 мегапаскалей подскочило. Все, что могло подскочить.
Что мы дальше делаем? Мы дальше делаем температуру. Target temperature нам надо. Если у нас температура... Какая нам нужна температура? Вот сталь мы, допустим, будем плавить. Слиток стали. Нужна температура от 900 кельвинов и выше. То есть, ну, 900 кельвинов у нас, значит, получается таржет. Ставим тут 900. И будем смотреть, что мы делаем, если у нас таржет температура меньше target pressure. Нам надо furnace температуру посчитать. Вот у нас furnace температура текущая. Значит, если текущая температура меньше, чем требуется, где у нас target temperature, нам придется также сделать несколько переменных, которые будут говорить о граничной температуре. Target температура у нас будет это вот target man. Settings считываем. Дальше минимальную, максимальную сделаем тоже так же пограничными. Target. У нас будет минимальная стартовая. Максимальная будет от целевой, допустим, плюс, пусть будет плюс 100. Надо будет потом еще проверить, и там же есть сплавы, у которых есть требуемая температура максимальная, а есть те, которым пофигу. Например, сталь нагрел вот до 900 кельвинов, а дальше можно не сбрасывать температуру, она будет плавиться в любом случае. А есть сплавы, у которых есть прям реально пограничные. Но мы сейчас поставим просто плюс 100, максимальную, центральную сделаем. Центральная у нас будет 50. Теперь дальше нам надо смотреть. Если температура. Что мы делаем, чтобы температуру поднять? Добавляем топливо. Где мы добавляем топливо? Вот у нас pump fuel on и off. Мы можем здесь дописать или, то есть если давление меньше требуемого, или, или температура меньше, чем требуемая, тогда мы будем продолжать наливать топливо. Ну тогда у нас что? Ну да, мы наливаем топливо, потому что если давление меньше, чем надо, или топливо, или температура меньше. Температура же больше в приоритете. Тогда не или получается. Давай подумаем. Если я хочу нагреть, добавить температуры, я вкину еще топливо. Или открою кран с топливом, да? Тогда что будет? Температура увеличится, но еще будет и давление продолжать расти. Давление будет продолжать расти, и давление будет продолжать сбрасываться до требуемого. Нам надо какой-то порог давления. Что там по стали давлению? От 1 до 100. То есть тут есть окно.
Температура от 900 до 1000, до 100 тысяч. Получается, нам надо минимальное поддерживать. Не надо еще и максимально указывать. То есть нам надо второй мем ставить и порог делать. Потому что, ну вот, допустим, сейчас насос работает, мне надо 1000 для стали. Но мне как бы не обязательно сбрасывать вот 3 мегапаскаля. Это все равно подходит для стали. Тут надо сбрасывать только если именно в случае со сталью, если у меня давление превышает какой-то разумный предел, чтобы печь не лопнула. Тогда нам нужно знать, какой именно сплав мы плавим. И когда мы сделаем... Я просто сейчас не сделаю поддержание нужной температуры. У меня будет постоянно сбрасываться давление, я не накачаю нужную температуру. Мне тогда нужно знать, какой сплав я плавлю. И в зависимости от того, какой сплав, вот эти вот значения должны быть уже в константах, а не в вот этом блоке memory. Когда задача меняется. Меняется задача, нам нужно сделать выбор сплава. Выбор сплава. Выбор сплава — это интересная задача. Вообще не представляю, как ее делать. На всякий случай надо пойти поесть и попить. И перезарядить костюм. Низкий заряд. Так, выбор сплава. Стеночку возьму. Стеночку возьму. Это что такое? Сокет. Сокет — это понятно. Сокет — это хорошо. Это стеночка, трубы не надо. Чип памяти, наверное, уже тоже не надо с собой таскать. Я выкладу сюда. Сейчас Критический попьешь. уровень обезвоживания. Критический уровень обезвоживания и обезъеживания. Стеночку я взял, это хорошо. Мне нужна консолька. Есть консолька? Консолька, консолька. У меня нет консольки. А, у меня есть консолька. Будет консолька. Теперь
Что мне надо еще? Датчик мне не надо. Пожонглируем сплавами в электропринтер. Так, электропринтер. Что у тебя тут есть? Консольку я взял. Это у нас консолька будет отображать, какой сплав сейчас выбран. Нам нужен на этот контроллер хэш значений и переключатель, да, вот этот логический, наверное. А ну-ка. Что у нас тут есть? Вот крутилочка есть. Крутилочка подходит. И набор этих хэшей. Контроллер. Плата дисплей, хэш значений. Вот это надо. Вроде как так. И я поставлю крутилочку. Ну, туда я еще хочу доступ иметь, поэтому я не буду закрывать. Тогда я где-то ее тут что ли поставить? Окошко сделать. Давай окошко сделаю. Кнопочку и крутилочку. Сюда или сюда, где удобнее будет. Из вариантов только вверх проводами, да? Ну, вверх так вверх. Этот вниз. Будет переключаться, будет. Будет, только там надо этот... ну, вы поняли. Надо то, что называется стеклом. Ну да, теперь я туда доступ не имею. Стекло надо снимать все-таки. Ничего, потом одену. Смотрим. Кабель у меня что, закончился?
Кабель закончился практически. Некрасиво, конечно, будет сейчас. Да, некрасиво. Потом заменю на другой кабель. Делаю как есть. Так, так. Включайся. Куда будешь брать? Значение, да, с регулятора? В регуляторе будут только цифры. Мне надо брать его где-то из мем-блока. А я могу прямо в сокет сеттинг писать? Интересно. Давай попробуем. Как там на self, на себя? Можно ли вообще на себя что-то записать? А ну-ка. Что у нас тут? Хэши всякие, лоды. Write into devices. На слоты можно что-то писать. Хм. Ладно, не вижу быстро этого решения. Тогда возьмем память. Память. Допустим, вот этот память, та же temperature. Мы его уберем, не уберем, мы его переименуем. Мы его переименуем. Скажем, что это у нас current hash. Вот так. Тут current hash куда-то прицеплен. Да, на нолик. На нолике теперь у нас current hash. Давай мы, чтобы быстрее чуть было, запустим вот такой вот редактор. Редактор. Скажем, что это у нас IC10. Под IC10. У нас тут есть IC10. Ставим. Не знаю, я чисто по наитию поставил. Чисто так, по наитию. Значит, target mem вот этот меняем. Где нолик у нас будет current hash. Да, он предлагает переименовать. Я пока не буду, я просто возьму и закомментирую.
Теперь нам надо взять... Там stationers наш. Нам надо записать этот хэш. Сколько у нас будет позиций по слиткам? Ну вот давай вот эти сплавы смотреть, этот блок со сплавами. Раз, два, три, четыре, 5 штук. Значит, у нас будет 5 хэшей. Константан у нас. Константан. Хэш структуры. Вот она. Так. Дальше. Инвар. Вар. У нас там еще есть сталь. У нас сталь. Электрум. Наугад мне придумывает, да, хэши какие-то. Дальше припой. Скопирую. У нас припой есть. Не буду тут сильно равнять. Даже если очень хочется. Но буду. Вот это у нас хэши. Их всего 5. Теперь мы берем вот эту штуку. Говорим, что у нее есть 5 штук. 5 вариантов. Минус. Не подлезу. Не подлезу. И надо ей накрутить 5. 10 уже, 20. Вот, 5 штук. Есть такое дело, это регулятор. Как там этот регулятор называется? Регулятор. Logic. Рычаг, например, с чего ты берешься? С вот этого набора. Вот у нас регулятор. Structure Logic DL. Окей. Structure Logic DL. Будет наш регулятор. Дальше мы с него должны считать текущую точку. Текущую точку. Current Logic DL. Скажем, value. Здесь мы будем читать setting с него. Здесь надо LED написать. Значит, считали значение. Setting average. Кстати, а что у нас тут? Мы можем как-то код нормально подсветить? Не можем. Rename тут вообще работает в этом редакторе? C напишем.
Rename работает. Это не совсем C, ну ладно. Хоть что-то подсвечивает лучше уже. Current Logic Value мы считали. Теперь нам надо его записать в memory. Тут же аж от нуля будет значение. Или от 0 до 5, или от единицы до 5. А наш memory где? Current hash. Вот он. Туда надо вписать setting. И дальше сделать такую штуку. Если эта хрень равна единице, тогда мы вписываем этот ингот. Если двойки электрум, если тройки сталь, если четверка инвар и иначе пятерка. И пятерка будет константан. Ну так должно работать. Сейчас проверим. Сейчас мы это все проверим. И нам надо выбрать, собственно, кто у нас будет отображать. Current hash. Вот. Итак, константан у нас тут слиток. Крутим крутилочку. Пятерочка, константан, инвар, сталь, электрум, припой. Снова константан. Значит, у нас есть нолик. От нолика до пятерки. Надо от нолика до четверки делать. Делаем до 4 значений. Буря пошла. Вовремя я приземлился. СБ сдуло меня нахрен. 4 значения у нас там. Значит, нам надо от 0 до пятерочки. До четверочки, вернее. Когда мы здесь делаем нолик, 1, 2, 3 и 4. Пермый экспорт. Крутимся на нолик, припой, электрум, сталь, инвар, константан. Все, выбор есть. И отображение есть. Ну, такой код работает. Дальше. Target current hash есть. Вот этот target pressure нам не надо теперь. Мы его должны будем убрать. Это там у нас. Теперь target pressure mem меняется на константы. Нам надо сначала вписать константы минимальные и максимальные для каждого. Ладно. Для каждого этого слитка, сплава. Давай смотреть теперь для сплава в слитке. Берем вот по порядку. Припой. Давление от 1 до 100. То есть от 1000 до 100 тысяч. Но печка может держать только 50, насколько я знаю. Максимальное давление в печи, да? Здесь не написано. Здесь тоже не написано. Ну ладно. Хорошо, припой. Solder ingot. От 1000 до 100 тысяч. Solder ingot, вот он у нас.
Solder ingot. Pressure min. 1000. Макс. 100 тысяч. Температура от 350 до 550. Триста 50. 550. Так, хорошо. Дальше. Следующий. Кто у нас там? Электрум. От 800 до 2400. Температура. Вот. Так, стоп. Электрум. От 800 до 2400. Это было давление, правильно? Правильно. Температура от 600 до 1000. До 100 тысяч. Если 100 до 100 тысяч. Так удобнее немножко воспринимать. Сталь. Сталь от 1000 до 100 тысяч. Давление. Температура от 900 до 100 тысяч. Инвар. Давление от 18 до 20. Восемнадцати до 20. Температура 1200, 1500. Интересный зазор. 1200 до 1500. И Константан. От 20 до 100 давление. От 20 до 100. Температура от 1000 до 100 тысяч. Есть такое дело. Теперь смотрим, как у нас это работало с температурой. Target Pressure Mem. Вот этот вот Target Pressure Mem, мы будем его утилизировать. Теперь у нас Target Pressure зависит от того, какой сплав выбран. Ну, вернее, точнее, от того, какой тут хэш установлен. Target Pressure Mem. Берем тогда... Здесь мы комментируем, чтобы код дальше не сломался пока. А тут мы ставим
Вот этот вот target pressure теперь считываем по-другому. Берем current hash setting, смотрим. И устанавливаем минимальную pressure. Минимальное давление. Инвар, сталь, электрум. Если инвар, тогда инвар минимальное давление. Тут надо же посмотреть, чтобы он все правильно нам вписал. Target pressure max у нас будет вписан, соответственно, вот так. Этот target pressure у нас используется напрямую, не используется. Лучше мин использовать сюда. Здесь не будет ничего. Есть мин, есть макс. Центр будет у нас... Как у нас центр посчитать? Максимальное. Максимального что? Нам нужна разница между максимальным и минимальным давлением и серединка между ними. Жди. Максимально забираем, минимально делим пополам. Нафига мне вот это вот? Вот нам центр будет по давлению. Target pressure. По температуре то же самое теперь делаем. Температура минимальная. Вот это раскомментируем. Будем по хэшу брать минимальную температуру. Максимальную. И серединку. Вот. Current pressure. Вот вроде бы все на своих местах осталось. D3 надо освободить. Компрессор на выход, на вход есть, хэши есть. Печка, анализатор, Logic Deal есть. Уже буря закончилась. Выключим. D3 мы освобождаем. Есть вариант не выбрано. Нет варианта не выбрано. Переключить на No Device. О. У нас количество байт превысилось. Максимальное, да? Разбить на 2. Разбить на 2. И перекинуть тогда как мне, если я буду разбивать на 2? Как мне сделать так, чтобы... Какие задачи будет решать один этот сеттинг, второй? Ну, тогда разобьем на 2. Пойдем сделаем еще один. Нет, а можно, конечно, название посокращать, но от этого же на выходе легче не будет. Сокращать можно название. Попробуем.
Все равно сделаю второй, раз уже зашел. Раз я приперся сюда. Сокеты у меня где-то были, нет? Все. Что такое? Памяти. Вот он есть. Да. У меня нету самих микропроцессоров. Сделать. О, он засадил. Он новую посадил. И он убрал вот старую. Или... Я сейчас попробую сократить код, чтобы он был поменьше. Ну и если что, разобью, то на два сокета разобью. Начнем с сокращения. А, подожди, ну он, короче, это... Люканул или что? Не знаю, пока все в порядке. Или не в порядке? Нет, не в порядке. Вот весь мой код. Вот я его сюда вставляю. Он говорит, много. Тогда мы берем вот... Проблема с сочетаниями клавиш. Да поставить. Когда всю жизнь работаешь в IntelliJ, а потом садишься за какой-то минимальный редактор, возникает ощущение диссонанса. Ну, Shift F6 что, не хочет переименовывать? Это прям бред какой-то. Ладно. А на этом месте у меня вылетела игра. Так что будем продолжать в следующей серии. Дорогой друг, я благодарен тебе за то, что ты ставишь лайки, подписываешься, пишешь мне комментарии. Приходи на следующую серию завтра, будем продолжать.